Как и зачем масштабировать команду, чтобы вместо постоянного поиска байеров стояла очередь на ваши джоб-оффера, чтобы не тонуть в рутине, а строить стратегию, чтобы не догонять конкурентов, а ставить рекорды. Привет, меня зовут Ангелина, я HR-бизнес-партнер в The M-Team. Сегодня на основе реальных кейсов я расскажу рабочие стратегии масштабирования команды, какие инструменты и решения позволяют твоей команде ставить новые рекорды по профиту. Основная проблема многих команд сегодня – смещение фокуса с трафика. Такое часто происходит, когда найм осуществляет сам овнер или тимлид. Если хед команды занят ее развитием и масштабированием, фокус его внимания смещается с заливов, что всегда сказывается на профите. Аффилиейт-рынок значительно вырос, инфраструктура для работы с трафиком стала базой, но операционка и бизнес-процессы до сих пор предоставляют значительные сложности для большинства команд в сфере. Чек-лист неэффективного масштабирования. Как понять, что вашу команду уже давно пора было бы усилить со стороны бизнес-процессов? Загибайте пальчики. Вы масштабируетесь, но профит не растет. Команда становится больше, а маржинальность снижается. Потери идут через неэффективные процессы и слабых спецов. Вы заливаете все меньше, а занимаетесь все больше переговорами и тушением пожаров. Операционка съедает фокус, и вы теряете контроль над ключевыми метриками. Трафик есть, а спроса нет. Не хватает офферов и кап. Трафик сильно срезают или отключают сразу после тестовых заливов. Это партнерский маркетинг. Любому трафику сегодня нужна сильная команда менеджеров, которые будут эффективно продавать и защищать трафик. Поток кандидатов мимо цели. Сотрудников хантят конкуренты. Воронка неточная, и лучшие долго не задерживаются и уходят туда, где понятней и стабильней. Результаты байеров крайне нестабильны. Все сводится к несистемным тестам, рандомным профитным заливам, за которыми следуют просадки. Байинг сегодня – это полноценный бизнес, а хаос не лучший фундамент. Сегодня командам нужна сквозная аналитика, от клика до прибыли и строгий контроль всех финансовых метрик. Если вы узнали себя хотя бы в 3 пунктах, вам пора задуматься. Если вы действительно хотите эффективно масштабировать команду, вам не обойтись без инфраструктуры и HR. Грамотный HR – ключевой специалист на начальном этапе роста. Присоединяясь к команде, он снимает с плеч хода большую часть операционки, позволяя сфокусироваться на трафике и начинает формировать инфраструктуру для усиления проблемных зон. План найма и развитие структуры – одна из ключевых и часто первостепенных задач. Тимлид – это заказчик, HR – сервис, который должен качественно и в срок реализовывать запрос. Первое – бриф для заказчика, чтобы точно сформировать портрет необходимых кандидатов, четко понимать не только харды, но и желаемые софт-скиллы, чтобы они вписались в команду. Дальше выстраиваем воронку, согласовываем с заказчиком и начинаем поиск. Что будет делать HR, когда закроет все нужные позиции? Вообще такого редко происходит, но все-таки если, важно помнить, HR – это не только найм, потому что сотрудников мало найти и нанять. Да, в арбитраже существуют и развиваются бизнес-процессы. Один из самых главных и первостепенных процессов – онбординг. Что такое качественный онбординг и зачем он нужен? Онбординг, испытательный срок – это важные процессы, которые должны эффективно внедрить нового сотрудника в команду, чтобы байер показал свои скиллы, увидел возможности развития в команде и не перегрузил тимлида миллионами вопросов по процессам. Все должно быть максимально структурно. Только в таком случае масштабироваться получится без просадок и потери профита. На старте выстроить онбординг также помогает HR. Для команды должна быть налажена выдача доступов ко всем необходимым для работы инструментам, собраны базы знаний и презентация для знакомства со структурой и постоянный коннект с HR. Все, чтобы кандидат мог приступить к работе максимально быстро и с большей вероятностью успешно пройти испытательный срок. У NATSM все эти функции для байинга сегодня закрывает отдел адаптации и развития. Этот отдел берет на себя всю нагрузку по внедрению в команду новых байеров и передает тимлидам уже полностью готового к работе сотрудника, что увеличивает его пропускную способность и позволяет эффективнее масштабировать юнит. Сокращаются время затраты тимлида на онбординг одного байера с 2 недель до 3 дней. Пропускная способность тимлидера увеличивается с 2 человек до 6 человек в месяц. Текучесть сотрудников на испытательном сроке сокращается на 33%. Такой же подход у нас и к командам, которые приходят к нам в The M Upgrade.
За командой закрепляется PM, задача которого обеспечить ее всем необходимым для работы и как можно быстрее вывести на результат. Следующий блок – оценка и развитие. Сильным байерам, менеджерам, техспецам нужно развитие и возможности для реализации своих амбиций. Если сотрудник, например, хочет стать тимлидом, HR прорабатывает план с KPI, как только сотрудник их достигает, под него нанимают команду. Это и есть масштабирование изнутри. И это очень важный процесс, который поможет значительно бустануть команду. HR помогает отслеживать настроение в команде, подсвечивать руководителю запросы и боли, разрабатывать индивидуальные планы развития ключевых сотрудников. Это позволяет максимизировать не только лояльность и мотивацию, но и профит. Следующий важный блок – HR-бренд. HR-бренд – это не про красивые посты в Instagram, не про то, что давайте работать вместе, потому что мы классные. Это про глубинные процессы и реальность внутри компании. Про то, как вы выглядите снаружи и насколько это совпадает с тем, что внутри. Если вы хотите привлекать сильных специалистов, одного желания мало. Сначала нужно выстроить HR-бренд и стать таким работодателем, к которому хочется идти по-настоящему. HR-бренд – это все то, что формирует ваш образ работодателя. Цели, миссия, стиль, управление, HR-процессы и комьюнити. Корп-культура и бенефиты. Еще одно важное направление – развитие корп-культуры. В условиях удаленки и роста масштабов именно HR – то звено, которое поможет держать всех в одном инфополе. Выстроить систему ценностей, коммуникацию и, конечно, будет развивать уникальный вайб именно вашей команды. Это наглядно видно на примере ZM. Сотрудники компании широко разбросаны по миру, поэтому ключевая задача HR сейчас – объединение. Что мы для этого делаем? Мы представили внутренний HR-портал, который автоматизирует работу HR-отдела и делает жизнь новичков и тимлидов понятнее и проще. Запустили программу лояльности для сотрудников, ввели внутреннюю валюту ZM Coin, за которую можно приобретать ценные и памятные товары в ZM Store. Помимо активного ведения общего информационного канала, мы регулярно проводим ZM Reunion Meet, ежеквартальный общий созвон с отчетами по результатам и планами. Так каждый из сотрудников видит общие результаты и понимает, в каком направлении развивается компания. А главное, какую ценность во всех этих достижениях и планах несет он сам. Для байеров у нас реализован лидерборд, где у нас в реал-тайме есть результаты топ-20 лучших байеров. Это байеры, которые работают с теми же источниками, сидят на той же инфраструктуре, с теми же эфирами и делают крутые результаты прямо сейчас. Это сильно мотивирует продолжать работу, несмотря на просадку в результатах. В условиях удаленной работы очень важно организовать взаимодействие сотрудников. Мы создали ряд клубов по интересам, в рамках которых регулярно проводятся онлайн и офлайн активности, а еще организуем тимбилдинги и офлайн-стратсессии для C-левела, чтобы всех держать в одном инфополе. И, конечно, хороший HR всегда должен находиться в тесном контакте с командой. Наши сотрудники знают, что HR-отдел – это то место, куда можно прийти с любой проблемой и получить решение. Инфраструктура и процессы. Задача HR – максимально повысить эффективность команды, снимая нагрузку с руководителей. Но весомые показатели реально делают только на мощной инфраструктуре с опорой на выстроенные процессы. Создание системы отделов и выстраивание коммуникации между ними для быстрого решения любого запроса байинга – это процесс не одного месяца. Вопрос больших бюджетов и усилий крутых C-level специалистов. На высокодинамичном рынке построение такой структуры для команды без потери маржинальности – задача со звездочкой. А если есть потребность, всегда находится решение и предложение. У ZM уже сложилась рабочая стратегия буста команд, и специально для тех, кто хочет расти и обгонять темпы рынка, мы создали проект ZM Upgrade. Более 500 заявок от команд, поток личных метов с аудитом процессов и ряд успешных кейсов буста профита X2, X3, X4. Еще с интеграцией первых команд мы увидели, насколько для буста важен вин-вин. ZM дает ресурсы, а команда работает на результат с полной автономностью и свободой развития своих подходов. Мы вновь оптимизировали инфраструктуру, поставили новые амбициозные цели и готовы к новым заявкам. Кто может подать заявку на ZM Upgrade? Мы сотрудничаем с тим-овнерами и тимлидами с бизнес-мышлением, которые хотят развивать свою команду. Если вы хотите масштабироваться, мы точно найдем общий язык и придем к крутым результатам. Все просто. Заявка в бот.
приглашение на Meet. Там лично пообщаемся и проведем аудит всех текущих процессов в команде. Обсуждаем цели партнерства и формулируем условия, на которых сотрудничество будет комфортным для всех участников. В течение 2 недель мы принимаем финальное решение о формате сотрудничества и разрабатываем детальный индивидуальный план развития для твоей команды. А дальше мощный буст команды с полной поддержкой нашего апгрейд-департамента, который будет полностью погружен в процессы онбординга и адаптации команды к новым процессам. В первые дни сотрудничества мы знакомим сотрудников с нашей инфраструктурой, включаем в процессы и постоянно находимся на связи. Какие инструменты и ресурсы получают команды? Это зависит от того, с каким запросом к нам пришла команда. Это может быть опытная тима, которая уже круто льет, но из-за кучи операционки и процессов, которые отвлекают отдел, застряли и не могут выйти на новый уровень профита. Здесь мы предложим усилить команду своей инфраструктурой и заберем на себя все процессы, от фарминга аккаунтов и найма сотрудников, до обработки данных аналитиками и поддержки мощной инфраструктуры. Любая команда, которая к нам присоединилась, в первую очередь получает экспертизу и доступ к нашему мощному комьюнити. Но также мы готовы представлять эксклюзивные оффера, инвестицию в команду или нашу разработку. Все зависит от того, насколько быстро вы готовы расти. Сейчас мы усовершенствовали проект и готовы предложить командам новые эксклюзивные условия, которые позволят добиться высоких результатов и еще быстрее. Присоединиться к ZM Upgrade очень просто. Для начала нужно заполнить анкету в боте. В течение 3 часов мы ответим на заявку и назначим онлайн-встречу, на которой обсудим наши планы на будущее. Если вы открыты новому опыту и готовы преодолеть свою планку в профите, оставляйте заявку в ZM Upgrade Bot. Почему важно действовать прямо сейчас? Рынок развивается, и если ты тормозишь, то уже завтра ты в позиции догоняющего. Помните, рост – это не опция. Сегодня это необходимость. Крупные игроки делят рынок, а мелкие несут огромные риски и остаться за бортом. Здесь есть 2 пути – карабкаться в одиночку, набивая собственные шишки, или использовать готовые решения, которые дадут возможность сфокусироваться на прибыли и вырасти в несколько раз быстрее.